Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 19 июня. Обращаем ваше внимание, сегодня достаточно удачный день, поэтому обязательно завяжите сегодня свое безденежье и долги. Какие советы и рекомендации хотим дать на этот день, друзья, все далее более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите: «Я отказываюсь от безденежья и долгов. Я божественное создание. Я привлекаю изобилие, достаток и благополучие. И пусть Вселенная это все приумножит в вашей жизни». Также, друзья, всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Давайте с вами разбираться, чем же сегодняшний день уникален и интересен. Итак, 19 июня обещает быть днем, наполненным мощной энергией и значимыми астрологическими событиями. Этот день особенно благоприятен для тех, кто имеет власть, авторитет и влияние. Однако для их подчиненных и подопечных день может оказаться весьма напряженным. Руководители сегодня будут вести бурную деятельность, выдвигать какие-то новые требования и, к сожалению, в какой-то степени закручивать гайки, что потребует от всех участников процесса больше терпения и гибкости. Главным астрологическим событием дня 19 июня станет оппозиция Луны в Скорпионе к Юпитеру. Этот аспект олицетворяет властную и бескомпромиссную фигуру, к которой очень трудно приспособиться. Луна в Скорпионе приносит глубокие эмоциональные переживания и стремление к трансформации, в то время как Юпитер усиливает властные тенденции и стремление к расширению своих границ и влияния. Для руководителей и людей, которые обладают властью, 19 июня станет днем активных действий и принятия важных решений. Энергия дня побудит их к выдвижению новых требований, внедрению строгих правил и повышению стандартов. Это время, когда вы можете проявить свою решимость и способность принимать жесткие, но необходимые меры для достижения поставленных целей. Для подчиненных и тех, кто находится в положении в подчинении, этот день может оказаться сложным. Почему? Дело в том, что взаимодействие с руководством и авторитарными личностями может быть напряженным и требовать большей гибкости и терпения. Здесь очень важно избегать конфликтов и стараться приспособиться к новым требованиям, сохраняя при этом внутреннее спокойствие. Постарайтесь сегодня минимизировать контакты с руководством и авторитарными личностями. Если взаимодействие неизбежно, сохраняйте спокойствие и дипломатичность. Будьте готовы к изменениям и новым требованиям. Проявляйте гибкость и адаптивность, чтобы успешно справиться с вызовами дня. Также уделите внимание своим рабочим обязанностям и постарайтесь выполнить их самым наилучшим образом. Это поможет вам избежать лишних проблем и привлечь положительное внимание со стороны руководства. Луна в Скорпионе сегодня может вызывать глубокие и эмоциональные переживания. И поэтому сегодня очень важно, чтобы вы практиковали технику релаксации и эмоционального контроля, чтобы сохранить внутреннее равновесие. Вообще, сам по себе день 19 июня обещает быть особенным днем, наполненным позитивной энергией и возможностями для улучшения финансового положения. Сегодняшний день благоприятен для тех, кто хочет завязать с безденежьем и освободиться от долговых обязательств. Энергия этого дня будет способствовать финансовым успехам, завершению старых дел и началу нового этапа жизни. Луна находится сегодня у нас с вами в знаке зодиака Скорпион, что усиливает стремление к трансформации и глубокой внутренней работе. Скорпион – знак, связанный с финансами, с долгами и ресурсами. Луна в этом знаке помогает нам освободиться от старых обязательств и начать новую финансовую главу. Ключевым аспектом дня является оппозиция Луны к Юпитеру. Юпитер, планета изобилия и расширения, оказывает мощное влияние на нашу финансовую ситуацию. Оппозиция этих двух небесных тел подчеркивает необходимость баланса между нашими эмоциональными и материальными потребностями. Это время, когда важно трезво оценить свои финансовые обязательства и предпринять шаги для их завершения.
Поэтому обращаем ваше внимание, именно 19 июня это день идеален для того, чтобы раз и навсегда решить свои вопросы с долгами. Будь то кредитные карты, личные займы или другие финансовые обязательства. Энергия дня поможет вам сделать важные шаги к их погашению. Поэтому проанализируйте свои долги, составьте план их погашения и начните действовать. Энергия дня будет благоприятствовать планированию и организации финансов. Составьте бюджет, определите свои доходы и расходы, установите финансовые цели. Хорошо, организационный план поможет вам более эффективно управлять своими деньгами и тем самым избежать финансовых проблем. Также пересмотрите свои расходы и определите, какие из них вы можете сократить или исключить. Это поможет вам сэкономить деньги и направить их на погашение долгов или на создание финансовой подушки безопасности. Будьте внимательны к своим финансовым привычкам и стремитесь к экономии. И этот день, 19 июня, он откроет вам глаза на те моменты, на которые вы ранее, возможно, даже не смотрели. Кроме того, определите свои доходы, расходы и долги. И, конечно же, подумайте о том, что вы можете сделать для того, чтобы реализовать свои планы именно не в отрицательном плане, а в положительном. Конечно же, иногда это очень сложно, но постарайтесь найти дополнительные источники дохода. Это может быть и фриланс, это может быть подработка, это могут быть инвестиции. Помните о том, что у каждого человека это будет своя личная ситуация, поэтому, пожалуйста, не вот сейчас вы прослушали и не думайте о том, что ой, все, у меня ничего не получится, я буду жить с долгами и так далее. Нет, так не будет, потому что, смотрите, если вы же смотрите это видео, это высшие силы, ваш ангел-хранитель вас подталкивает через нас, чтобы вы открыли глаза. Возможно, в данную секунду после просмотра этого видео у вас будет пустота, и вы будете раздражены или не будете знать, как вам поступить. Но обратитесь к высшим силам, к своему ангелу-хранителю, попросите, чтобы он открыл вам возможности людей, которые помогут это сделать. Поэтому обязательно прямо сейчас главное не впадать в панику, не расстраиваться, не истерить. Также обязательно сегодня на протяжении дня произносите следующие слова. Я привлекаю изобилие и финансовый успех. Мои долги уменьшаются с каждым днем. Я умею управлять своими деньгами эффективно. Истинно да будет так. Эти слова помогут вам сонастроиться с энергиями Вселенной, но и в то же время вы со своей стороны должны обращать внимание на знаки, на подсказки, на то, что может открываться перед вами. Главное, чтобы вы не игнорировали. Вы знаете, многие люди, вот те подсказки, которые идут, многие люди игнорируют, думают, что это их не касается, что они это не заслужили и так далее. И тем самым через свои слова, действия они отказываются от этого. Поэтому, чтобы этого не было, обязательно все принимайте с благодарностью. Помните об этом. Что же касательно, друзья, лунного календаря, то сегодняшний день будет наполненным интенсивной энергией и глубокими эмоциональными переживаниями. И в этот день Луна, как вы знаете, будет находиться в фазе роста и пребывать в знаке зодиака Скорпион. Кроме того, обращаем ваше внимание, Луна находится в этом знаке, и сегодня некоторые люди могут ощутить усиление страстей и более яркое восприятие мира. Поэтому эмоции могут стать более глубокими, насыщенными, что будет приводить к тому, что люди будут копаться в себе, пытаться найти проблему, где ее просто-навсего нет. Поэтому постарайтесь сегодня укрепить эмоциональные связи с близкими, разговаривайте сегодня по душам, и совместные переживания могут значительно сблизить людей. Кроме того, вы будете чувствовать прилив смелости и готовности действовать решительно, что поможет преодолеть трудности и достигнуть поставленных целей. Кроме того, сегодняшняя эмоциональная интенсивность может привести к вспышкам конфликтов. Поэтому стоит сегодня избегать острых ситуаций и не вступать в споры, если это возможно.
Также обращаем ваше внимание, что сегодня тот день, когда старые проблемы и ситуации могут разрешиться, а новые идеи и возможности начнут проявляться. Сегодня прекрасный момент для работы над собой и избавления от ненужного. Также сегодняшний день благоприятен для получения новых знаний и навыков. Обращаем ваше внимание, что сегодня, хоть и день может быть наполнен эмоциональными всплесками, вам важно сохранять спокойствие и контролировать свои эмоции. Также сегодня могут произойти значительные изменения на работе, но эти изменения будут нести позитивный результат. Главное, чтобы вы были готовы к ним. Например, вам сегодня могут предложить дополнительную работу, или вам сегодня могут предложить новую должность, или полставки какой-то новой должности. Ваша задача обговорить все детально. Очень многие люди соглашаются на дополнительную работу, но никогда не обговаривают именно финансовую сторону этого вопроса. И здесь это очень важный момент, чтобы вы обсуждали. Если вы не будете обсуждать, то, к сожалению, ни к чему хорошему это не будет приводить. Также, что же касательно лунного календаря здоровья, то сегодня очень важно укреплять свой иммунитет. Поэтому по возможности употребляйте витамины, полезные продукты, чтобы поддержать ваш организм. И Луна в знаке зодиака Скорпион. Сегодня очень важно, чтобы вы уделяли внимание своему психическому здоровью и эмоциональному состоянию. Также обращаем ваше внимание, что Скорпион влияет на репродуктивную систему, органы малого таза и выделительную систему. И, к сожалению, делает именно эти области особенно уязвимыми. Также обращаем ваше внимание, что сегодня хорошее время для процедур по очищению организма, такие как детоксикация и очищающие диеты. Также сегодняшний день благоприятен для психотерапии, медитации, других практик, направленных на гармонизацию внутреннего состояния. Кроме того, обращаем ваше внимание, сегодня постарайтесь уделить внимание здоровью органов малого таза. Избегайте перегрузок и соблюдайте обязательно профилактические меры. Также обращаем ваше внимание, сегодня очень важно, чтобы вы избегали любых стрессовых ситуаций и больше старались уделять внимание именно вашему психологическому благополучию. Теперь давайте, друзья, посмотрим на карту Таро на этот день, 19 июня. И вы знаете, выпала карта Луна. Это одна из самых загадочных и многозначительных карт в колоде Таро. Она символизирует интуицию, скрытые страхи, иллюзии и таинственные силы, которые действуют за кулисами нашей реальности. Луна освещает путь, но ее свет обманчен и полон тайн. И именно сегодня вам ни в коем случае нельзя самим создавать иллюзии и поддаваться иллюзиям. Поэтому важно быть осторожными сегодня в своих решениях и в своих действиях. Не все, что кажется реальным, действительно таково. Поэтому сегодня, 19 июня, именно эта карта Таро Луна говорит нам о том, что мы должны проверять любую информацию и не принимать поспешных решений. Также обращаем ваше внимание, что сегодня нужно прислушаться к себе и к своему внутреннему голосу, потому что он может дать вам подсказки, как вам найти те или иные правильные решения и указать, что немаловажно, на важные моменты. Также сегодня очень хорошо работает воображение, и благодаря воображению вы можете свободно творить, поэтому используйте этот день для реализации своих творческих замыслов. Теперь, друзья, давайте подойдем к Архангелу Михаилу и к его советам на этот день, 19 июня. Итак, Архангел Михаил, друзья, дает первый совет о том, чтобы мы были сильны и были смелы, потому что этот день может принести вызовы, может принести испытания, но с поддержкой Архангела Михаила вы сможете преодолеть их и выйти на новый уровень самопознания и духовного развития.
Важно сохранять уверенность в себе, в своих силах, в возможностях. Вспомните моменты в своей жизни, когда вы преодолевали трудности и добивались успеха. Используйте эти воспоминания как источник вдохновения и мотивации. Архангел Михаил напоминает, что внутри каждого из нас есть огромная сила, которая поможет преодолевать любые преграды. Также в этот день важно помнить о защите. Помните о том, что Архангел Михаил – это ваш верный защитник. Обратитесь к нему с просьбой о защите для себя и своих близких. Визуализируйте, как его свет окружает вас, создавая непроницаемый щит от негативных влияний. Это поможет вам чувствовать себя в безопасности и уверенно идти вперед. Также Архангел Михаил обращает наше внимание, чтобы мы сегодня были решительны, чтобы мы проявляли мужество, потому что, возможно, сегодня в этот день вам стоит принять важное решение или столкнуться с какой-то трудной ситуацией. И Архангел Михаил призывает вас не бояться и действовать смело. Помните, что вы не одиноки, и его силы и поддержка всегда с вами. И, друзья, мы в описании к этому видео оставим вам молитву к Архангелу Михаилу с просьбой о помощи. Вот кому нужна эта молитва, обязательно ее сегодня прочитайте, и вы можете обратиться своими словами к тому, чтобы он вам помог. Не бойтесь, помните о том, что высшие силы всегда ждут от нас команду, и никак по-другому. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 19 июня. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.